Всем привет! Вяжу с вами вот такой самый простой шар, который я когда-либо вязала. Эта модель покорила меня, во-первых, своей лаконичностью и тем, что вяжется он цельно. Не надо присоединять половинка к половинке. Вяжется одним полотном, начиная со скользящей петли, и вот вяжется по кругу и заканчиваем здесь. Получается сразу шар. Начинаем. Буду вязать ниткой Коко, где на 50 грамм 240 метров, и крючком 1,5. Начинаем вязание со скользящей петли, в которую вяжем 24 столбика с одним накидом. Через каждые 2 столбика воздушная петля. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Столбик с накидом. То есть это у нас 2 столбика, воздушная петля, далее 2 столбика с одним накидом, первый, второй, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. И так продолжаем до конца ряда, пока у нас не будет 12 вот таких вот группок из 2 столбиков с одним накидом, и между ними воздушная петля. Скользящую петлю сильно не затягиваем. Дошла до конца ряда. У меня здесь 12 двойных столбиков с одним накидом, и между ними 1 воздушная петля. Вяжу воздушную петлю и соединительный столбик. И скользящую петлю можно легонько подтянуть, совсем чуть-чуть. Ну, то есть не до конца затягивать, потому что, видите, здесь в конце ряда тоже такое отверстие будет, ну, чтобы было более-менее симметрично, не затягивая. Вяжем следующий ряд. Соединительным столбиком перемещаемся между вот этими 2 столбиками. Нам надо попасть в середину между столбиками. И вяжем 3 воздушные петли. И еще 1 столбик с накидом сюда же, между столбиками предыдущего ряда. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом между следующими столбиками предыдущего ряда. Две воздушные петли, опять 2 столбика с одним накидом между столбиками предыдущего ряда. И так вяжем до конца ряда. Подхожу к концу ряда, связала 2 воздушные петли, и теперь мне нужно провязать 2 столбика с одним накидом между столбиками предыдущего ряда. Первый, второй и 2 воздушные петли. И соединительным столбиком заканчиваем ряд. Вяжем следующий 3-й ряд. С помощью соединительного столбика перемещаемся
вот сюда между столбиками. И опять вяжем 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом сюда же между столбиками. Теперь 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом между столбиками. 3 воздушные петли. Мы идем на увеличение. Здесь была 1 воздушная петля, здесь 2. Мы только что провязали ряд, а теперь мы вяжем ряд там, где 3 воздушные петли. И продолжаем так до конца ряда. Заканчиваем 3-й ряд. Провязала 2 столбика с одним накидом. Теперь 3 воздушные петли и соединительный столбик. Вяжем 4-й ряд. Перемещаемся сюда между столбиками с помощью соединительной петли. И вяжем 3 воздушные петли подъема. Столбик с одним накидом. И теперь цепочка у нас будет состоять из 4 воздушных петель. Вяжем точно так же, только 4 воздушные петли. Вяжем до конца ряда. Заканчиваю 4-й ряд. 4 воздушные петли. И соединительным столбиком заканчиваем ряд. Пятый ряд. Соединительным столбиком перемещаемся вот сюда, чтобы сделать галочку. И вяжем опять 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом. И теперь цепочка будет состоять из 5 воздушных петель. Вяжем 5 воздушных петель и опять 2 столбика с одним накидом в предыдущую галочку. И так вяжем до конца ряда. Подхожу к концу ряда, 5 воздушных петель и соединительной петлей заканчиваю ряд. Нам надо провязать еще таких 4 ряда, там где цепочка из 5 воздушных петель. Вот эту ниточку уже можно прятать. Вот такого диаметра вполне хватает. Мы сейчас ее спрячем, потому что потом у нас не будет такой возможности. Так, в эту сторону, а теперь в обратную, только через один стежок. И продолжаем вязать еще 4 ряда с цепочкой из 5 воздушных петель. Закончила вязать 5-й ряд с цепочкой из 5 воздушных петель. Давайте проверим, что у нас получается. Здесь у нас в первом ряду 1 воздушная петля. Здесь 2, 3, 4 и вот 5 рядов с цепочками из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем на убавление, то есть в следующем ряду у нас будет 4 воздушные петли вот этой цепочки. Перемещаемся с помощью соединительной петли сюда между столбиками, вяжем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом
и 4 воздушные петли. Вяжем до конца ряда. Заканчиваю 10-й ряд с цепочкой из 4 воздушных петель. Так. И вяжем следующий ряд, 11-й. Все то же самое, только воздушных петель здесь будет 3. Раз, два, 3. И опять 2 столбика с одним накидом. Вяжем так до конца ряда. Заканчиваю 11-й ряд с 3 воздушными петлями в цепочке и соединительным столбиком соединяю. Так, все, видите, идет на уменьшение. Теперь вяжем точно так же, только между вот этими галочками из 2 столбиков с одним накидом будет 1 воздушная петля. 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, вяжем так до конца ряда. Довязала до конца ряда, воздушная петля и соединительным столбиком соединяю. Вяжем последний ряд, и он будет состоять из столбиков с одним накидом, которые мы вяжем в эти галочки. Соединительной петлей в галочку, 3 воздушные петли, столбик с накидом в следующую галочку, столбик с накидом еще в следующую галочку. И так у нас должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Так, и в последней галочке мы провязали уже 3 воздушные петли, которые заменяют нам столбик с одним накидом. Вот она, эта цепочка. И нам в верхнюю петлю надо попасть и соединительным столбиком закончить ряд. Диаметр вышел приблизительно 7 сантиметров. Спрячу ниточку и вместе с вами придадим ему форму. Придавать жесткость буду следующим образом. В стакан наливаю клей ПВА. Добавляю чуть-чуть водички. Еще чуть-чуть долью. Так, и опускаю шар. Пускай несколько минут постоит. Затем я его отожму и вставлю в серединку воздушный шарик. Шарики покупаю самые маленькие. И самое главное, чтобы шар был круглым. Максимально вытягиваем горлышко, чтобы осталась только круглая часть в шарике. Причем вот так прямо придерживаем вот здесь и надуваем. И тогда у нас будет круглая форма. Раствор
клей с водой делает с шаром просто чудеса. Он пластмассовый. Реально, он очень жесткий. И всем своим шарам я теперь придаю жесткость только этим способом. Вот видите, горлышко я максимально вытягиваю. И сейчас попрошу мужа надуть. Этот раствор удобен еще тем, что мы можем использовать его много раз. А если мы уже закончили блокировать, сливаем его в какую-то емкость, закрываем и оставляем в прохладном месте. Так он может стоять несколько недель. Проверено. Следующий день. Прошло около 13 часов, так как в квартире жарко и сухо, ему этого времени хватило. Слышите, да, характерный звук, это значит, что он идеально высох. Посмотрим, что у нас получилось. Этот звук. Пройдусь по всему шарику. Все, воздушный шар везде отстал от вязаного. Беру булавку и прокалываю в любом месте. Ага, иголочка была тоненькая и дырочка маленькая, поэтому воздух еще не скоро весь выйдет. Я ему помогу. Идеально. Просто идеально.